Меня всегда радуют наушники от КЗ, они никогда не бывают плохими. Всегда стоят дешево, используют лучшие материалы и являются ярким представителем дешевых и хороших проводных наушников. Их многодрайверные затычки могут не дорабатывать, но при этом никогда не разочаровывают. Tube 451, всем привет, вы на канале Польза.нет, и здесь только ультрабыстрые обзоры с распаковкой. В моих обзорах вы с товаром один на один, лицом к лицу. А еще я не держу публику за идиотов, вы же в курсе, что музыка, которая играет с ваших носителей при тестах любых аудиоустройств, никоим образом не отражает их качество, а является качественной характеристикой вашего устройства вывода. Да и YouTube сжимает все очень хорошо. Но я уверен, что вы это и так знаете, просто напомнил. И теперь тезисно о наушниках KZ ZS7. Коробка, как всегда, в стиле КЗшек. Строго, просто и красиво. Распаковывать их продукты всегда приятно, и я здесь не заискиваю. Недавно распаковывал iPhone 11 Pro Max, было ощущение обыденности, масс-маркета, а здесь его нет. Дизайн – копипейст с очень дорогой модели ушек. Но вы наверняка и так в курсе, что такое Андромеда. Здесь добавить даже нечего по внешнему виду. Люблю их черные качественные карабульки. Гарантийный талон, сертификат, инструкция, наушники, кабель и комплект амбушюр. Хороших амбушюр, но дешевых. Они закидывают эти амбушюрки в принципе во все модели. Силикон одноцветен и однороден. Вес каждого наушника по 7,3 грамма. Кабель может быть с микрофоном или без него. Заканчивается Г-образным коннектором, к ушам крепится коннектором на 0,75 мм. Гарнитура хорошая, не лучшая, но будет с чего болтать, и если брать подобные уши, то только с ней. Обычные заушины с термоусадкой в наличии. Кабель удобный, не путается, заушины комфортные. На кабеле есть, как и на наушниках, обозначение right и left, чтобы вы не запутались, а огромные компенсационные отверстия в металлическом корпусе с наружной стороны и довольно обычные малые с внутренней. Металлическая сетка на звуководе со стандартной бороздкой под крепление амбушюр. Внутри 5 драйверов, один динамический 10-мм, 4 арматурных, 29689 для средних частот, 31005 для средних и высоких, 2 драйвера 30095 для высоких частот. Как и у всего от КЗ, с таким внушительным звуководом, даже с комплектными амбушюрами, пассивная звукоизоляция здесь на пятерку. С чего бы вы ни воспроизводили звук, на 60% громкости окружающего мира вы слышать не будете однозначно. Динамический бас хорош, глубокий и раскатистый. Средние частоты представлены довольно широким спектром частот, инструменталка будет в этих наушниках звучать насыщенно, глубоко и богато. Единственная недоработка, что видно как по АЧХ, так и слышно при прослушивании, это высокие частоты. Но мне кажется, что ушки делают максимум из того, что могут делать бюджетные затычки. При этом всем звучание басом не перегружено, на верхних частотах нет писка, и это радует. Резюмирую кратко, эти наушники я советую. Если вам нужны первые проводные наушники-затычки, вы выбираете уши по внешнему виду, эти наушники вас не разочаруют своим звучанием точно. Да и меломанов, я думаю, вряд ли каких смогут разочаровать. Единственное, конечно, если вы аудиофил, лучше сначала их послушать с носителем, а потом уже решить, подойдут они вам или нет. И как бонус подписчикам Xiaomi, пока я распаковываю новенький iPhone 11 Pro Max на 256 гигабайт для моей супруги, расскажу первые впечатления о нем. Размер копия iPhone 7 Plus. По весу тоже особо отличий не было. По фото с Pro Max разница моментально заметна. Фотографии стали четче, что в принципе логично. Первое время нервировали черные границы у экрана. Юзать телефон без кнопок привыкаешь в принципе на третий день. Face ID работает как часы, за неделю ни одного бага. Работает так же плавно в принципе как и семерка, никаких отличий особых нет. Если сказать в процентах, по ощущениям супруги, телефон лучше, чем 7 Plus на процентов 20. Вот краткое мнение обычного пользователя. И да, радости у нее особо от него не было. Первое, что я услышал, опять большой телефон. Так что для меня iPhone 11 Pro Max в 3 раза дороже 7 Plus, но по вау-эффекту для человека, у которого был старенький айфончик, он получает двойку по 10-бальной шкале. Интересен обзор на 11 Pro Max подробный и критический? Пишите в комментариях, сделаю. Ставьте лайк за труды, подписывайтесь, пишите, что еще купить на обзор. Добра и удачи вам, дорогие друзья!